Приступим к обработке горловины. Будем обрабатывать горловину таким способом, как ложная петлевка. Для этого нужно нам следующее. Во-первых, спицы. Спицы берем где-то на размер меньше, чем мы вязали основное полотно. У меня была связана четверочка, и я взяла троечку спицы. Сама пряжа нужна, дополнительная ниточка, крючок, желательно вот с таким открытым концом, для того, чтобы лучше набирать петли, а затем перебрасывать их на спицу. Спицы нам нужны 2 пары. Так, приступим. Начинаем вот отсюда, с плеча. Берем в первую очередь лучше всего крючком. Так, вот у нас основная нить. Вот у нас дополнительная ниточка. И смотрите, вот у нас по краю идут вот такие вот петли, двойные, скажем так, вот эти вот. За эти петельки мы с вами будем сейчас набирать петли. Так, вот с самого начала, наверное, мы возьмем вот эту вот. Вот таким способом берем, крючком поддеваем и вытягиваем эту ниточку. Вот у нас основная идет. Здесь у нас кончик. Дополнительно ниточка у нас будет под низом. И смотрите, как мы делаем. Мы эту дополнительную ниточку сейчас будем перебрасывать на рабочую нить. Вот таким образом. То есть она у нас под низом. И мы ее перебрасываем вот на эту нашу основную нить. Это мы делаем для того, чтобы потом набирать легче еще петли, но уже с изнаночной стороны, потому что мы сейчас набираем с лицевой стороны. Вот у нас эта ниточка сверху рабочей, дополнительная. Так, следующая петля вот у нас идет таким образом. Берем рабочую нить, затем снизу вытягиваем дополнительную нить, вот эту. Вот она. И набрасываем на рабочую. Вот таким образом. Так, сейчас опять основная нить. Набираем петельку. С-под низу вытягиваем дополнительную ниточку и набрасываем на основную, на нашу рабочую. Дальше еще следующая петля за 2 вот эти вот стеночки кромочные, скажем. С-под низу берем ниточку дополнительную и набрасываем наверх нашей основной ниточки. И таким образом мы с вами будем набирать дальше петли. То есть мы сейчас набираем по лицевой стороне и начнем именно с лицевой стороны обрабатывать нашу горловину. Это довольно-таки не быстрая, скажем, работа, поэтому не спеша, тихонько нужно аккуратненько набрать вот эти вот петли, чтобы они у нас потом аккуратно формировали нашу горловину. Так, несколько петель вот мы набрали. Сейчас можно их перебрасывать на спицу. Так, и вот таким образом, смотрите, у нас получается вот так вот выглядит с изнаночной стороны. То, что мы сейчас набираем вот эти вот петельки. То есть дополнительная ниточка, она прослеживается, она обязательно должна быть контрастного цвета, чтобы потом легче было поднимать петли уже с изнаночной стороны. И таким образом идем дальше, набираем тихонечко петли. Это можно делать и спицами, если вам удобно. Если где-то будет тяжелее, значит можно брать крючок. Ниточку берем именно с-под низу. Набрасываем на основную. Вот эта вот дополнительная нить должна быть сверху. Так. То есть это довольно-таки медленная работа.
поэтому быстро здесь не получится. Вот я уже немножко набрала петли, и видите, с изнаночной стороны видны вот такие вот полоски. Так, контрастного цвета ниточка идет, с этой стороны, с лицевой стороны мы идем. И дальше обязательно помните про то, что каждую петлю мы должны обязательно вот эту вот ниточку дополнительно набросить на каждую петлю, чтобы у нас нигде не было пропущено. Потому что мы набираем сейчас по лицевой стороне, как я сказала, а по изнаночной стороне мы будем поднимать петли вот благодаря этой контрастной ниточке, и у нас должно по изнаночной стороне набраться столько петель, сколько мы сейчас набираем по лицевой стороне. То есть количество петель у нас должно обязательно совпадать. Так, вот я дальше, наверное, буду набирать крючком. Смотрите, здесь небольшая такая получается петля, поэтому я ее вот таким образом набираю, набрасываю на спицу и вот эту ниточку забираю снизу вот таким образом. Дальше опять буду набирать крючком вот за эти две кромочные. Тут только крючком можно набрать. И ниточку берем снизу и вот таким образом вытягиваем ее. То есть каждую петлю обязательно помните про то, что сколько петель мы набираем, столько они, все они должны будут вот этой вот дополнительной ниточкой сверху набрасываться. Вот так. И вот эту вот дополнительную снизу раз и вытянули. Вот эти вот две кромочные подтягиваем. Это самая, наверное, такая работа, которая не очень быстрая в вязании. Так. И вот таким образом набираем дальше по кругу все петли. И тогда мы с вами уже встретимся и начнем дальше формировать горловинку. Итак, я уже набрала петли на спицы. Спица номер 3. Основное рабочее полотно у меня было спицами номер 4 связано. Так, и вот у меня количество петель 146. По спинке 62 петли, по переду 84. Всего 146 петель у меня вот набрано на эти спицы. И смотрите, вот эта вот контрастная ниточка, она по изнаночной стороне видна. И мы затем будем, вот благодаря этой ниточке будет видно, где мы должны будем поднимать петельки с изнаночной стороны. Вот таким образом оно по кругу, вот ярко, скажем, видно эта нить, которая потом, конечно, будет убираться. Сейчас мы начинаем приступать к вывязыванию горловины именно по лицевой стороне. И с самого начала мы будем первый ряд провязывать изнаночными петлями. Начинаем, естественно, вот с самого начала отсюда. Так, эти ниточки мы все потом попрячем. Так, сейчас мы будем аккуратненько провязывать первый изнаночный ряд. Единственное, смотрим внимательно, чтобы петельки были правильно развернуты, то есть они должны быть правой стенкой, и у меня они классические. Так, и вот вяжем первый изнаночный ряд. Аккуратненько провязываем петлю. Первая очень такая, она выскакивает, это вот ниточка, подтянем, закрепляем, фиксируем ее. Вторая, вытянем, и вот эту вот дополнительно, чтобы они нам не мешали. Третья.
И таким образом тихонечко, аккуратненько провязываем эти петли все изнаночными. У меня спицы на длинной леске, вот поэтому я их вытянула, чтобы было удобнее. Смотрим внимательно на петли, чтобы они были правильно повернуты. Так. Ну и, конечно, натяжение должно быть одинаковое. Так, смотрим внимательно, чтобы петли были правильно развернуты. Вот видите, у меня петля, ну, на спинке они у меня вообще все как-то неправильно повернуты, поэтому или вот так провязываем, или же вот по-другому делаем на спицу. Я уже почти закончила. Так, и постепенно мы с вами приходим к тому, что первый ряд провязали полностью изнаночными петлями. Вот у меня он полностью провязан. Дальше идут изнаночные петли, они уже провязаны. Так, следующий ряд у нас будет второй, он будет лицевой, и третий ряд тоже будет лицевой. Вяжем второй и третий ряд полностью лицевыми петлями. Я одену маркер для того, чтобы было начало ряда видно где. И провязываем полностью все петли лицевыми. 2 ряда. Провязала я уже 2 ряда лицевыми. И сейчас откладываю это в сторону. Беру спицы уже другие в работу, тоже номер 3. И сейчас будем набирать уже по изнаночной стороне петли. То же самое количество, что и на лицевой. То есть всего 146 петель. Так, вот смотрите, вот эта вот бросовая нить контрастного цвета, которая у нас была в работе. И если мы ее, скажем так, потянем, мы видим, что она пронизывает вот эти вот петельки. Так? И эти петли мы тоже будем с вами сейчас поднимать. Вот смотрите, вот первая петля. Можно, в принципе, и так набирать, потом их можно развернуть, чтобы было удобнее. Так. Вот вторая петля. Внутри у нас находится контрастная ниточка. Так, вот она, видите. Третья петля. То есть, если где-то плоховато, можно или крючок взять, чтобы быстрее было. Четвертая петля. Так, ну это, конечно, делается не быстро, но тоже аккуратненько нужно выполнить эту работу, чтобы потом дальше провязывать нашу горловину. То есть аккуратно набираем петельки по изнаночной стороне. Когда наберете, обязательно пересчитайте. Их всего должно быть 146, то есть одинаковое количество и с лицевой, и с изнаночной стороны. Вот я уже набрала немножко петель. Вот так они выглядят, эти набранные петли. Там даже просматривается эта ниточка контрастная. С этой стороны, с лицевой стороны у нас уже провязаны петельки. Так, и таким образом дальше набираем петли. Вот так вот набираем. Ну, самое главное, аккуратненько набрать, чтобы действительно было полностью одинаковое количество. И затем уже будем с вами провязывать дальше, формировать горловинку. Так, петли набраны по изнаночной стороне. Сейчас можно вот эту вот ниточку бросовую можно вытянуть аккуратно. Или просто в некоторых местах взять и обрезать. Сейчас будем приступать к провязыванию уже изнаночной стороны. Так, первый ряд у нас изнаночный. Но вот смотрите, у нас есть ниточки вот эти вот. Их можно просто спрятать вот сюда, когда будем соединять изнаночную и лицевую сторону. Так, и провязываем аккуратненько изнаночный ряд. Так же, как и на лицевой стороне. Первый ряд у нас будет изнаночный. Аккуратненько петелька за петелькой провязываем. Вот у нас опять какая-то ниточка есть. Мы ее можем обрезать
И именно вот сюда между изнаночной и лицевой стороной будем помещать. Доходим, вот у нас еще одна ниточка, которая соединяла наше вязание. Тоже можно сюда ее закинуть, и потом будет абсолютно ничего не видно. Вяжем полностью, смотрим только петли, чтобы они у нас были правильно развернуты. Если нет, значит разворачиваем и провязываем полностью весь ряд до конца изнаночными петлями. И дальше будем вязать также 2 ряда лицевыми петлями. То есть этот ряд у нас будет полностью изнаночный, а следующие 2 ряда лицевые. Значит, смотрите, будем соединять вязание наше с лицевой стороны, именно с лицевой. Так, первую петлю вот с дальней спицы мы возьмем, переснимем просто на первую, которая ближе к нам, и провяжем лицевой за передние стенки. Вот таким образом. То есть мы соединили одну петлю с одной спицы и другую с другой. Опять с дальней спицы на первую спицу переснимаем петельку и провязываем за переднюю стеночку 2 петли вместе. Вот таким образом мы с вами будем соединять эти петли. Опять вот так вот на первую спицу пересняли и провязали. Можно как бы и так вот сразу вот с одной стороны, с одной спицы, с другой спицы, вот таким образом. Так тоже в принципе можно, как кому удобно. Сначала вот в эту петельку, потом во вторую, продеваем через них и снимаем. Так тоже в принципе можно, как кому удобно. Так. И вот таким образом делаем до конца ряда. Так соединяем все петельки. Так, вот уже я соединила все петли. У меня получилась такая, скажем, горловинка. Сейчас у нас будет дальше резиночка 1 на 1 идти. То есть начинаем вот отсюда и пойдем уже вывязывать резиночку. Вот так она смотрится с изнанки. И с лицевой стороны. Так, вот я уже провязала 3 ряда резиночки 1 на 1. И сейчас еще провяжем несколько рядов. Давайте 3 ряда полой резинки. Каким образом? Первая петля у нас лицевая, мы ее будем провязывать. А вторая изнаночная нить перед работой. Это у нас будет первый ряд. Опять лицевая, изнаночная нить перед работой. И так до конца ряда. Сейчас приступаем ко второму ряду. Второй ряд вяжется следующим образом. Первая у нас лицевая, мы ее будем снимать нить за работой. Вторая у нас изнаночная, там где у нас уже, видите, ниточка есть перед работой, мы эту изнаночную будем провязывать. И так повторяем. Лицевая нить за работой, а изнаночную провязываем. Лицевая нить за работой, изнаночная провязывается. И так вот до конца ряда. Так, провязан уже второй ряд полой резинки. Вот он уже видно даже, как эта ниточка за петлей находится. Так, и сейчас третий ряд, последний ряд полой резинки. Вяжем так же, как и первый. Вот у нас первая петля лицевая, мы ее будем провязывать. Дальше идет у нас изнаночная. Мы ее снимаем нить перед работой. Вот таким образом. И повторяем. Лицевую провязываем, а изнаночную снимаем нить перед работой. Лицевое провязываем, изнаночная нить перед работой. И так до конца этого ряда. То есть этот ряд у нас третий, такой же самый,
как и первый. И провязываем до конца этого ряда. 3 ряда пола резиночки у меня провязано. Вот как она выглядит на изнанке. Вот она, видите, даже такая вот полосочка, она видна, ниточки внутренней. И на лицевой стороне тоже вот эти вот полоски, скажем, такие горизонтальные. Внутри ниточка, она также видна. Так, 3 ряда полурезиночки мы с вами уже провязали. И остается у нас самый последний этап, последний финальный этап нашей работы. Это закрытие петель. Закрывать петли я буду фабричным способом. Я здесь показывать не буду. У меня есть на канале отдельное видео. По ссылочке вы можете перейти сейчас и посмотреть, как делать, как закрывать, точнее, петли фабричным способом. На этом у меня все. Надеюсь, те, кто вязал, у вас все получилось. Я старалась. Очень, скажем, доходчиво, подробно хотела вам донести вот эту вот информацию по вывязыванию данного джемпера, летней кофточки. Надеюсь, что у вас также все получилось. Всем большое спасибо за просмотр и до новых встреч!